Всем привет, с вами Сюзанна, и сегодня у нас наконец-то необычные эксперименты, потому что мы будем рисовать с помощью какао. Я специально выбрала темное какао, чтобы оно было, более такое яркое, хотя не знаю, повлияет оно на цвет или нет, посмотрим. И его мы будем тестировать на вот таком вот рисунке. Рисовала я этого прекрасного мужчину вечером, очень уставшая. Не знаю, насколько похожим он у меня получился, но если вы узнали, что это за персонаж, напишите в комментариях. А еще я взяла акварельную бумагу, довольно-таки плотную, чтобы от воды она не пошла волнами. Итак, пришло время открыть наше какао. Правда, я уже пачку немного надрезала, потому что делала обложку для видео. Но я думаю, это ничего страшного, мы просто сразу же насыпаем его в тарелку. Ну слушайте, оно прям такого насыщенного темно-коричневого цвета и очень-очень ярко так вкусно пахнет. Давайте для начала сделаем пару выкрасок, чтобы хотя бы понимать, что у нас из этого выйдет и выйдет ли вообще. Так, вроде как рисует, цвет есть, и это уже хорошо. Давайте без долгого вступления берем вот такую вот кисточку, я буду пользоваться разными размерами кисточек, и, пожалуй, приступаем. На самом деле сейчас я делаю все максимально как-то аккуратно и осторожно, потому что я пока не особо представляю, как какао это ложится на бумагу, стоит ли делать какие-то большие плотные слои, сколько вообще набирать ее на кисточку, поэтому, так, присматриваемся, и в скором времени работа пойдет немного побыстрее. Не знаю, возможно ли к этому как-то приловчиться или привыкнуть. Это такой достаточно странный материал. Хотя какой материал? Это, еда. Это кушают. Но рисовать, конечно, таким не особо удобно. Но, ребят, очень многие люди в комментариях писали и просили сделать что-то, плюс-минус необычное хотя бы. Вот какие-то возобновить старые рисовалки едой или чем-то еще прикольным. Пока что я не смогла найти что-то очень интересное, чем бы можно было порисовать. Вот так вот в магазине бросилось в глаза такое вот темное какао. Я подумала, а почему бы и нет? Шоколада мы с вами уже рисовали, а вот какао это совершенно другой, так сказать, материал, и им раскрашивать, вообще иначе. Да, но вроде похоже в какой-то степени на краску, но менее пигментировано и остаются комочки, и плюс очень быстро сохнет. Вот именно по этой причине я не стала смешивать все какао, находящееся в тарелке с водой, потому что оно берется просто какими-то комочками. И они становятся настолько липкими, что их повторно невозможно развести с водой. Я не знаю, что здесь добавлено, но именно это какао реагирует вот так. Ну что, давайте немного отдохнем и вместе с вами распакуем довольно интересный наборчик. Он у нас с Дисней принцессами и, естественно, привлек мое внимание именно этой упаковкой. Кстати, оказалось, что он сделан в Австрии. Так, по наполнению вполне неплохо. Я даже немного в шоке с того, как же качественно и круто сделана вот эта вот фигурка Белли сверху. Еще присутствуют выбитые или выпуклые надписи по бокам, и сверху она вот так открывается. Для того, чтобы мы могли поместить туда вот эти конфетки. Хотя изначально я думала, что это жвачки. Выстроились в рядочек и аккуратненько защелкиваем. И теперь при открытии одна из конфеток вылезает. А еще это можно использовать просто для интерьера. Так что, да, ребят, мы продолжаем. В принципе, вот такая вот мини-распаковочка у нас получилась. Обычно в комментариях после подобных вставок, вбросов с моей стороны, многие пишут, что им нравится и хотят побольше видеть что-то подобного. Поэтому, ребят, даже сейчас, пожалуйста, напишите в комментариях, нравятся ли вам такие вот мини-вставочки или же нет, и вообще, чего бы вы хотели больше видеть. Может, каких-то животных, либо природы, частей там, не знаю, из моей жизни, или как вот так вот распаковки, что угодно, короче, на что фантазия вот вам подсказывает, то, пожалуйста, и пишите. Я постараюсь все это исполнять. А обычно, когда мне что-то хочется снять для видоса, я такая думаю, а что же, что можно снять? И всегда это как-то заключается с едой, либо там с напитками, это то же самое, да. Короче, фантазия у меня не особо богата, поэтому буду очень рада, если вы поделитесь своими предложениями.
Хух, я опять слегка многовато заговорилась, поэтому сейчас мы с вами делаем второй слой. Правда, он не особо как-то ложится хорошо на бумагу, потому что он слишком смешивается с первым. Даже несмотря на то, что первый слой полностью высох, вот этот самый светленький, который я нанесла, он как-то подрывается с помощью воды. Ну, короче, не очень. Я пытаюсь вот здесь с краешку в самой тарелке это все разбавить, размешать, чтобы маленькие комочки какао растворились в воде, но не делать это слишком жидким. И все равно на бумаге под кисточкой чувственно, что там такие маленькие-маленькие комочки, которые впоследствии высыхания обсыпаются. Но я думаю, это не особо страшно. Я помню, как-то дешевыми красками тоже такой вот результат был, то, что она после полного высыхания начинала осыпаться. Ну а так от данного процесса у меня довольно двоякое ощущение. С одной стороны, круто, что, знаете, так ярко пахнет шоколадом, вот этими какао-бобами, прям очень вкусно пахнет. Но как бы пользоваться таким неудобно, непрактично и странно. Да и плюс в этом случае у нас есть всего лишь один оттенок, он может быть только светлее, если больше разбавишь с водой, и темнее, если он будет более концентрирован. И все, изобилия здесь вообще нет. Поэтому выкручиваемся как можем, и вот в итоге, что получилось, то получилось. И спустя 20 минуточек вроде бы все подсохло. Я не стала раскрашивать ему фон, потому что картинка бы полностью слилась. Видны, конечно, вот эти вот расплывчатые размазанные места, где невозможно было нанести ровный слой. Также с обратной стороны ничего не пропечаталось, и листик остался вроде бы целый. Ну а вы, ребят, пожалуйста, напишите в комментариях, как вам вот такой вот результат с использованием какао, понравился, либо же нет. Ну а на этом было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Встретимся с вами уже очень скоро в следующем видео. И всем пока-пока!